Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я вам дарю ритуалы разных этносов, разных культур, разных народов, естественно, на разных языках в том числе. Я уже объясняла, что каждому человеку подходят те ритуалы, заговоры и шепотки, которые больше всего взаимодействуют с его энергетикой. Еще есть генетическая память предков. Еще есть расположенность, еще есть зов крови. Много чего, что есть. Но факт в том, что когда большой выбор рабочих ритуалов, потому что ритуалов, заговоров вроде бы в мире очень много, множество, тысяч и сотен тысяч, может и миллионов на разных сайтах, на разных языках, но действенны ли они? Не везде есть ключи. Ключи – это определенные слова, это определенное время проведения, это определенные условия для того, чтобы они сработали. И если нет ключей, а у тебя нету силы, то есть у тебя нет своей личной силы и способностей, то, естественно, у тебя это не сработает. Так вот, я дарю людям работы с ключами. И именно поэтому, не имея даже особых способностей или особой силы, даже энергетически будучи в этот момент слабым, в любом случае вы получаете результат, потому что туда уже внедрена некая сила. Вот чем отличаются просто ритуалы, да, просто ритуалы для количества, и ритуалы, которые работают. Я вам уже объясняла, что такое скоропомощники. Это заговоры, которые короткие, четкие, направленные прямо в цель и в этот момент. То есть вот в данную минуту нужна помощь, и вы призываете эту силу, которая придет, вам поможет. Вы расплачиваетесь в основном своей энергией. То есть вы отдаете вот эту энергию спокойствия, энергию радости, когда она получается. Если делаете ритуалы, естественно, плата чуть больше. Оставлять монеты, оставлять откуп, готовить алтарь. Если делаете шепотки, они, в принципе, точно такие же скоропомощники, но есть шепотки разных категорий, я об этом тоже объясняла. Есть шепотки, которые сиюминутные, то есть в данный момент должны исполнить желаемое. Есть шепотки, которые служат более таким длительной цели и прочее. Дорогие друзья, языки, они имеют большую силу. Языки имеют определенную вибрацию, определенную энергию. В мире множество языков, множество наречий. Вообще, по сути, ни один язык чисто до нас не дошел. Все языки на самом деле дошли как наречие. Ни один язык в чистом виде в данный момент не существует. Но мы часто говорим, например, вот на санскрите это означает то или иное. Что такое санскрите? Это праязык человечества. Очень древний язык, который повторяется во многих языках, и таким образом можно понять и вычислить, что есть языки, которые ближе всего к санскрите. Это индуистский язык, это баскский язык, это армянский язык. Вот армянский язык более всего сохранил свои корни в санскрите. И это фарси. Это язык иранских народностей. На фарси разговаривают афганцы, афганские племена определенно, там же много пуштуны, там и узбеки живут, и
различные групповые такие, то есть родоплеменные отношения. Многие из них и родственники, многие из них отдаленные родственники, многие абсолютно никак не взаимодействуют. Например, узбеки, тюркоязычный народ, но они живут в Афганистане. Многие из них разговаривают на фарси, остальное на тюркском наречии. Ну, вообще фарси, то есть персидский язык или язык персов, вообще персидского языка нет, это фарси. На нем разговаривают таджики, на нем разговаривают персы, на нем разговаривают афганцы. На нем даже одно время разговаривал Северный Пакистан. Потом они опять перешли на хинди. Вот эти языки, они более всего схожи с санскрите. Больше элементов, больше слов, которые в себе воплощают именно эти языки. Многие народы, которые со временем вымерли, например, парфяне, медиане, это народы Востока, они оставили свои языковые элементы, многие языковые элементы в армянском языке. Я скажу, что не все армяне даже до конца знают армянский язык. Есть некоторые слова, которые хотя я бегло говорю на своем языке, прекрасно владею именно литературным языком армянским, но и наречий знаю несколько, у нас очень много наречий. Так вот, даже я иногда удивляюсь новым словам, которые я не слышала. Например, скажу вам, что на армянском языке элементарно слово «волос» литературно звучит, имеет очень много различных звучаний. Варс, хер, хопоп, мас, гангур. Может, еще есть несколько, сейчас не вспомню. И это все литературный язык. То есть любой из этих слов подходит для того, чтобы описывать волосы человека, говорить о волосах. То есть они в обиходе, эти все слова. В армянском языке есть артикль «м». Такой артикль есть и в английском языке, поскольку английский язык, как и армянский язык, это входит в группу индоевропейских языков. Yes, «м». На английском I am, да? Карабахское наречие, оно вообще очень древнее. Вот это, знаете, оттуда началась армянская земля, с Арцаха. Поэтому карабахское наречие – это самый древний армянский язык. Хотя некоторые думают, что это искаженный армянский, то есть это немножко по-другому звучит. На самом деле настоящий армянский именно там. Карабахцы говорят, что львы говорят на карабахском наречии. Потому что лев, как он говорит, лев, как он рычит? Ху, да? Так вот, на карабахском наречии ху означает кто. На английском точно так же. Вот он говорит ху, кто хозяин земли? I am, я. Если так прислушаться, вроде на первый взгляд смешно, а потом задумываешься, правда. А действительно, правда, что он говорит? Кто хозяин этой земли? Я. Так он именно так извещает и предупреждает других самцов, соперников, что это его территория, он метит эту территорию. Представляете? Вот сколько тонкостей есть в природе, если человек задумывается, сколько он может нового узнать. Природа очень много мучит. Мудрость где-то рядом, надо уметь это видеть. Так вот, армянский язык очень сильный. Сам по себе язык энергетически насыщенный, очень сильный. На армянском языке и вообще в армянской мифологии, в
в этих древних эпосах, сказаниях столько различных имен можно найти, различных дивов, различных духов, различных богов, темных богов, светлых богов, черные боги, светлые боги, девы, которые охраняют горы, драконы, тоже персонажи армянских мифов. Вишапы, это огромные змеи и прочее, прочее. Это настолько много разновидностей. На самом деле это мы сейчас считаем мифологией, да, для того, чтобы было безобидно, религия разрешила. Вот называйте это сказкой, мифологией, там, эпосы, рассказы. Тогда можно рассказывать, как сказки. На самом деле это и есть правда, истина. Существовали эти племена и существуют. И это есть потусторонний мир. Темное царство, светлое царство. Мне бабушка рассказывала нам о темном царстве, светлом царстве. Много чего, что было рассказано, как эпосы, как мифы, как легенды и сказки, дорогие друзья, в моей голове осталось, со временем превратилось в ритуалы, которым вы пользуетесь и которые вам очень помогают. Потому что я поняла, что в этих мифах, сказках есть истина, что эти духи существуют. И поскольку там вот рассказывается, кто-то так воззвал к девам черных гор, и они пришли на помощь, и я на основе вот этого рассказа поняла, что есть девы черных гор, их можно позвать на помощь, оказывается. И я их звала, и я вам подарила подобные ритуалы, представляете? И они сработали, значит, эти девы существуют. Очень часто я делаю ритуалы на армянском языке, денежные ритуалы моей бабушки. Те, которые я вам дать не могу, но похожие аналоги я вам дарила. Вот слово в слово нельзя никак, по голове получу, нельзя. Уже было не раз. Но я провожу, когда они очень быстро срабатывают, потому что, еще раз повторяюсь, язык ближе всего к санскрите, а это очень древний язык, значит, он насыщен тысячелетиями этой энергией, силы, и она срабатывает очень быстро. Так вот, скоропомощники я вам дарила и на русском языке, я вам дарила скоропомощники вуду, я вам дарила скоропомощники грузинские, много чего. Сегодня я буду дарить вам скоропомощники армянские. В армянском языке есть элементы, есть звучания, которые в русском языке не существуют, не присутствуют. Поэтому, если вам будет сложно, произносите как сможете. Это никак не уменьшает силу заговоров. Запишите у себя, скоро выйдет вторая часть скоропомощников. Если возьмете, сохраните, носите с собой. Специально мы эту книгу выпускаем в маленьком таком формате, как блокнот, чтобы легко было носить с собой. Кстати, женщина недавно, она сказала, что снимет видео, сама лично расскажет о том, как им удалось спастись от медведей в тайге, когда они с мужем были совершенно одни. Именно вот этой моей книгой «Скоропомощники». Она была очень такая вся взволнованная. Она даже сняла этот момент, когда медведь уходил, и обещала, сказала, я хочу снять сама ролик, и я вам отправлю. Ну вот, будем ждать. Итак, когда у вас болит голова, например, или какое-либо место, рука болит, неважно, вы должны подойти к воде. Если у вас болит тело, значит, вы должны направить на себя лейку душа, чтобы вода смывала, да, ваше тело. И говорить, повторять столько раз, пока боль не уйдет. А боль уйдет. Итак. Потом, естественно, Яна внизу напишет. У нее очень много дел, ну, как освободиться, она обязательно набирает текст. Она человек очень, скажем так, строго относится к своей работе, и поэтому пунктуальный человек. Просто надо ждать. Если
несколько дней она бывает загружена. Итак, льем воду или умываем лицо, если голова болит, и читаем до тех пор, пока боль не отступит. Обычно на 10-м, на 12-м чтении оно уже утихает. Арун, цава депи гета тани, гета депи цова тани, инзаниц херувани. Амен. Арун, цава депи гета тани, гета депи цова тани, инзаниц херувани. Амен. Когда у вас хлыщет кровь, вот вы порезались, и она никак не останавливается. Особенно если у человека гемофилия или иная другая болезнь, и свертываемость крови очень плохая. Читать нужно, проводя левой рукой вокруг раны. То есть крутя рукой над раной или вокруг раны. Можете против часовой, можете по часовой, это не столь важно. Главное читать столько раз, пока не остановится. Здесь останавливается обычно после 6-7 раза. Но читайте несколько раз для профилактики. Արյուն, արյուն, կանգար, ինչպես ջուրը նավազանի մեջ։ Ամեն։ Արյուն, արյուն, կանգար, ինչպես ջուրը նավազանի մեջ։ Ամեն։ Когда вы не хотите столкнуться с неприятным человеком. Или, например, идете в магазин и вдруг увидели, там ваша свекровь идет, и вы так не хотите, чтобы она видела, откуда идете, куда вы идете, что вы не хотите с ней говорить, у вас много планов, вообще не хотите сталкиваться с ней, или с коллегой, или с директором, неважно. Вот не хотите вы сталкиваться с человеком, увидели ее, или знаете, что вы встретите ее, когда будете выходить, или человек опасный для вас, не имеет значения, чтобы не столкнуться с человеком, избежать встречи, чтобы он вас не увидел, не заметил и прошел мимо. Говорите 6 раз. Оц дартир, горд дартир, соха, херацир, чеквир. Այդպես լինի. Օց դարձիր, գործ դարձիր, սողա, հեռացիր, չքվիր. Այդպես լինի. Далее. Когда вы собираетесь ночью ехать куда-либо, или ваши близкие, родные собираются ехать. Да, кстати, спрашивайте все время там детям, что начитать, как уже устала 100 раз говорить. Откройте, посмотреть шепотки матери, бабушки, свекрови или тещи, все вместе. Вот там есть шепотки, заговоры и прочее, что можно делать для своих детей или начитать. И здесь точно так же. Люди собираются на ночь глядя куда-то ехать. Раньше ложили нам под куртку или под майку кусок хлеба бабушка, когда нас провожала, для того, чтобы мы были сохранны. Отнесите черный хлеб под дерево, можно в саду. И бокал вина. Поставьте хлеб и вино. Это откуп матери ночи, Гишерамайр. По другой версии есть сама Геката или одна из ее свиты. Отдаете ей откуп. Вместо своего тела хлеб, вместо своей крови вино. И тогда вы безопасно можете ехать куда хотите. Вас никто не тронет, никакие ночные происшествия не случатся. Черный хлеб положили на землю, вино поставили рядом, 6 раз прочитали, отвернулись и ушли. На следующий день можете пойти, вино вылить под дерево, бокал забрать, а хлеб оставьте. Пускай птицы клюют, звери забирают, неважно. Гишерамайр, кобажинар, мезерк митур. Гишерамайр, кобажинар, мезерк митур.
Если кто-то на вас доносит, или ваша там заловка, например, сказала, вот я сейчас пойду скажу, что ты там с кем-то по телефону болтала. Хочет дома устроить скандал, хочет столкнуть, хочет там чуть ли не до кровопролития должно дойти. Для того, чтобы это все предотвратить, говорите про себя. Вот зайдите куда-нибудь в ванну или куда-нибудь еще и говорите. Агравдарнас, коров копчес, саткес генас. Хоскен горцдарна. Амен. Не очень хорошие слова, но, честно говоря, помогает. Дальше. Не буду повторять, потому что времени мало. Как бы в памяти мало, нужно успеть все говорить. Оберег на дом через девов, то есть могучих древних духов. Когда уходите, закрывайте двери или ворота. 7 раз говорите, отворачивайтесь и уходите. Вернетесь, 7 монет оставьте за порогом. Скажите девам откуп за охрану. И так всегда, когда вы, опасаетесь куда-нибудь, может, далеко уезжаете или просто опасаетесь, чтобы в ваш дом никто не полез. Йод дев пахлеван, инскиц хареван. Тунес хаскен мичев вургам. 7 раз сказали, ушли. Спокойно можете хоть сутками ездить или заниматься своими делами. Никто к вашим дверям вообще не подойдет. Потому что, извините меня, 7 девов иметь себе в охраннике, это, знаете ли, даже президенты себе такое не могут позволить. А я вам серьезно говорю. Даже сильные мира сего могут не иметь такие сильные охраны и такую защиту, как простой человек, который обращается к потусторонним силам. Я же всегда говорила, если бы патриархи верили в Бога, они бы не нанимали человеческую охрану, потому что они бы были уверены, что Бог их охраняет. А поскольку они сомневаются в его существовании, поэтому нанимают людей. А поскольку ведьма не сомневается в существовании потусторонних духов и сил, ей охранники не нужны. Она под более сильной охраной, чем любой шейх Арабских Эмиратов. Когда человек пропал, когда ребенок куда-то делся, не отвечает на звонок, вам нужно срочно выйти на связь. Вы боитесь, переживаете, чтобы силы привели этого человека к вам. Берете вот таким образом, тянете как веревку. Становитесь к дверям, представляете, что он где-то стоит, и начинаете невидимыми нитями, невидимой веревкой тянуть его к себе. И говорите 6 раз. Кахарди телов, кези мотем, кашум, арисаров, каров, угих чанапаров. За короткое время он найдется, все дороги откроются, и он придет домой. Чтобы муж не ушел на гулянку или не поехал куда-то. Вы, в общем, не хотите, чтобы он ехал. Берете его брюки, естественно, не те, которые носит, а вообще любые штаны, брюки, спортивки. Вот так связываете и прячете. Но когда связываете, читайте над этими брюками 6 раз. И прячете. Я вас уверяю, все обстоятельства так сложатся, что он никуда не поедет. Не получится ему поехать из дома. Гелесарум, ехника чолум, им нешанаца, им тан меч. Амен. И все, и спрячьте. Но потом не забудьте развязать, потому что он и на работу не уйдет, он вообще из дома не сможет выйти. Ему все время то ли плохо станет, то ли обстоятельства его не пустят. Когда вы знаете, что человек врет, когда вы знаете, что человек изворачивается, но убеждает в своей правоте всех и вся, для того, чтобы вывести его на чистую воду, глядя ему в спину, потихоньку говорите. 6 раз, 7 раз – это не столь важно. Через короткое время его интрига раскроется, и он опозорится на весь мир. Если он действительно виноват, и если вы чувствуете, что у вас нет доказательств, но вы хотите, чтобы... например, вы знаете, что там
кто-то там мужу изменяет, да, а вас обвиняет в чем-то, мол, вы врете. Если вы это начитаете ей за спиной, стоя, вот она идет, там с окна смотрите или откуда-то. Если вы это сделаете, через короткое время муж ее поймает. Это все раскроется. И вот такие события откроются быстро. Читайте, глядя в спину человека. Это все построено на народных традициях, на народных обычаях, на народных высказываниях, понимаете? То есть это опыт поколений, каким образом люди говорили, как выявляется вранье и прочее, прочее. Կատվի ճամփեն միջև մարակն է, քո ճամփեն միջև մարդկանց դատաստան. Амен. И через короткое время он будет раскрыт, он будет опозорен, и все узнают о его виновности, скажем так. Чтобы ваше слово прошло. Вы хотите, чтобы дома было как вам хочется. Муж сделал, как вы хотите, чтобы не напрямую сказать, вот сделай так, а чтобы вот было, как вы хотите. В общем, чтобы все обстоятельства складывались так, чтобы вы победили, одним словом. Зайдя в дом, держитесь обеими руками за две стороны двери, вот косяка, и 7 раз говорите. Вот когда заходите в дом, когда дома никого нет, вот так вот 7 раз говорите, потом заходите в дом. Перед важными такими принятиями решений. Ես թագավոր, դուք իշխաններ. Թագն իմ գլխին, իմ խոսքը առաջինն է. Амен. Или другое. Գելը ոչխարին կերավ, ես ձեր կամքը կուտեմ. А потом вы сами увидите, что решение в доме примут такое, которое вас лично устроит. Неважно, сколько людей там будет находиться. Если вы будете так тайком делать и управлять своей семьей, дорогие друзья, в скором времени вы поймете, что силы начинают вам помогать, поддаваться. И, собственно говоря, происходит все вокруг так, как вам надо. Подстраивается под вас. Пользуйтесь во благо шепотками на армянском языке, который один из самых сильных языков мира. Вы сами удивитесь, насколько сильно они будут получаться, потому что это один из сильных языков. Именно поэтому я на армянском языке вам давала ритуалы защиты на деньги, потому что они даже у самого слабого человека получаются. Всем удачи. Точнее, всем армянской удачливости.